Беспроводные наушники с дизайном, который однозначно запоминающийся, с док-станцией для удобной зарядки, шикарными материалами как наушников, так и бокса, удобным механизмом открытия крышки бокса, приятной подсветкой, игровым режимом, хорошим звучанием, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием, которое сложно выговорить, но для вас я постараюсь. Meizu Pandair Elvis XOG Speed X Platinum Starship Headphones. Но как же на самом деле дела обстоят у данного чуда природы, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Вот такая прелесть мне пришла, и это Meizu Panda XOG Starship. Почему я их купил? Первое, Meizu по моему опыту плохих наушников не делает. А второе, конечно же, эта штука выглядит прям мега прикольно, посмотрите. Посмотрите на одну только подставку для зарядки вот этой вот штуки. Почему-то я своим мозгом сразу не догадался, как она открывается. Вощайте. Вообще прикольно. Наушники вкладыши. Даже, видите, не стал сразу взвешивать. По ощущениям, около 5 граммов, где-то 2, 4,7, наверное. Может быть 5, но если 5, я, конечно, расстроюсь. 4,1 грамм. Вот я прям ощущаю, меньше 4,5 я ощущаю. 4,1, вот так это все дело будет заряжаться через Type-C-шник. Type-C-шник здесь, всякие еще штучки, пасы, инструкции, наклеечки. Наклеечки. И кабель USB Type-C, USB-A. Вот так все это дело будет закрываться. С диодиками вставляться. И по большому счету, понятно, 98 граммов с подставкой, без подставки 68 граммов. У каждого свой щелчок, правда? Тут для фанатов бренда Meizu, для фанатов всего и вся. Микрофоны вы услышите, разумеется, в ролике. Со мной поздоровалась панда. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Напоминаю, что я iPhone 14 разыгрываю, смартфон еще OnePlus Nord N20 SE, помимо этого еще Poco M5s и еще много всего будет в перспективе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже обнаружил только одну расцветку данной модели. Дизайн бокса интересный и запоминающийся. Внешне он выглядит как бокс для игровых наушников. Тыльная часть бокса изготовлена из глянцевого пластика, по контуру полупрозрачная матовая вставка. Материалы не марки, качество хорошее, как и сборка. Смущает только пружина, которая видна после того, как откроешь бокс. Какой-то ультракустарный подход. Габариты 70 на 44 на 19 мм. В кармане он не мешается, за время использования потертости не собирал, что хорошо. На корпусе расположили краткую информацию, на тыльной части кнопку для сопряжения и магнитный коннектор для зарядки. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, так как используется механизм слайдер. Как по мне, это необычно и удобно. Люфт есть только в открытом состоянии крышки. Крышка фиксируется, что хорошо. Хлопок при закрытии бокса звонкий. Также бокс имеет подсветку для мониторинга оставшегося заряда у бокса. Выглядит это дело очень даже эпично. Далее, внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть, то много усилий прикладывать не придется. Извлекать наушники из бокса удобно, что конкретный такой плюс. Емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 1 час 54 минуты, заряжается бокс от док-станции Xinzhou Booster. Док-станция выполнена в стиле бокса, выглядит она круто, вдобавок пользоваться ей одно удовольствие. На корпусе у нее есть разъем USB Type-C, а с нижней части клеящаяся поверхность. Но как по мне, лучше бы сделали просто антискользящую поверхность. Габариты док-станции 39 на 36 на 50 мм. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза, что стандартно. Саморазряд у бокса я не наблюдал, переходим к наушникам. Изготовлены наушники из антибактериальных и противовирусных материалов, а именно из матового пластика тактильно приятного. Внешне наушники выглядят своеобразно, да как по мне, ножки слегка громоздкие, но в общей картине не все так плохо. Габариты наушников 33 на 15 на 16 мм. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой, его габариты 3,7 на 6,2 мм. Сборка данной пары спорная, так как виднеется много стыковочных мест и так далее. А с другой стороны, данная сборка дополняет стиль наушников. Посадка хорошая, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки я не обнаружил, что очевидно. При занятии спортом из ушей они выпадают
выпадают, если сильно постараться, но в целом сидят они уверенно. На корпусе есть два контакта для зарядки, микрофоны, LED-индикаторы, которые во время прослушивания музыки не мигают, и сенсорная панель. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, ответ-сброс с вызова, включение игрового режима, переключение между режимами. Одиночный тап на борту, но ложных срабатываний у меня не было. На тапы откликаются наушники неплохо, минус, разумеется, в том, что нет регулировки громкости, а также я не обнаружил вызов голосового ассистента. Может быть, он где-то и есть, но я его не нашел. Команды сопровождаются системными звуками, а также озвучкой на английском языке в интересной стилистике, но качество озвучки не лучшее. Далее, оснащены наушники 12-мм динамическими драйверами, частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц, наушники имеют три режима, такие как игровой, Meizu Acoustics и аудиорежим. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но переподключение не бесшовное. Автоматически подключаются после изъятия наушников из бокса, это означает, что бокс не умный, и это минус. Анимация при подключении есть только со смартфонами Meizu. Мультипоинта, как и датчиков автопаузы, не завезли, это прям эпично, тоже нехорошо. Далее, емкость аккумуляторов наушников 35 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час, отыграли они на 80% громкости у меня по кодеку AAC 4 часа 40 минут, что довольно мало по сравнению с временем автономной работы наушников других производителей, но 4 часа они служат, что уже хорошо. Далее, водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX4, я искупал их в проточной воде около 30 секунд и по итогу функционал не пострадал, что радует, но вам я не советую подобным заниматься, так как такой класс защиты защищает максимум от мелкого дождика или от пота. Для полноценной настройки девайса приложений я не обнаружил, это фейл. За такие деньги могли бы что-то придумать. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 не последний, но предпоследний. Из кодеков на борту я обнаружил только AAC и SBC, никаких вам кодеков высокой четкости. Через две стены не отваливались, но изредка проскакивали фризы. Задержка на YouTube незаметная. В играх задержка с включенным игровым режимом заметная, но играть можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Система шумоподавления ENC справляется с задачей очень даже неплохо. Это про микрофоны. Перегруз небольшой присутствует и голос слегка искажается. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Starship X1 в помещении, и вкладыши, и все классно, и бокс, и все остальное. Но вы посмотрите на это. Ну как так? Ну что это такое? Вот серьезно, бум-бум-бум, это для чего? Это типа не додумали или не доделали или чего? Ну, ощущение такое, что меня обманули. Потому что, когда распаковывал все это дело, у меня такой, Meizu, какие классные, а сейчас, Meizu, зачем? Смотрим. Звучание. Запаса громкости достаточно. На улице я слушал музыку на громкости не выше 80%. Звучат данные наушники неплохо, но каша появляется даже на 80% громкости. Бас минимальный, но при этом современные композиции звучат тоже хорошо. Высоким, как по мне, хватает акцента. Середина проработана не лучшим образом, баланс практически отсутствует. Детализация в убытке. От звучания я не в восторге, но сказать, что это худшая пара по звучанию, что я слышал, я не могу. Из минусов нет датчиков автопаузы, нет регулировки громкости, нет мультипоинта, нет приложения, звучание однозначно специфическое, может быть кому-то понравится, мне нет. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Всем, кто оставил любой комментарий, огромное спасибо за поддержку, вы помогаете проекту, без мата, хамства и рекламы желательно. Резюмирую, беспроводные наушники Meizu Pandair X
Beats Elvis XCOG Platinum Starship Headphones, как по мне, больше про дизайн и задумку. Да, они интересно выглядят, и док-станция в комплекте, и сами наушники удобные, все вроде бы хорошо. Но лично для меня их звучание слегка подкачало. Я ожидал что-то прям бомбическое, что-то большего, а то, как они сделали бокс, ну такое себе. От меня девайсу нет, учитывая опять же стоимость. Первый раз мейзовским наушникам я говорю нет, но вот так. У вас может быть и да, красивые они. Добра и удачи вам, дорогие друзья, не забудьте написать в комментариях, что вы еще хотели увидеть на обзоре.